Санкт-Петербург невероятно красив, особенно если повезет с погодой. На берегу Невы находится знаменитая Академия художеств имени Репина. И здесь мало что изменилось за последние 200 лет. Почему? Спросим. О, какая большая работа. Идем в гости в мастерскую к Илье Зорькину. Интересно, что Илья в художественной школе не учился, рисованием не увлекался. Он из военной династии, изучал программирование, играл на аккордеоне и гитаре. Вот это мы жили в Китае. Вид из окна у нас был такой красивый на ущелье. Да, есть такое. Со школы готовился поступать в военную академию. И ничего не предвещало, что будет работать в мастерской с видом на Неву. И прямо во время поступления я понял, что вообще не хочу я в армию. А служить, ходить строем, это как-то вообще не мое. И я уехал и стал выбирать, куда мне дальше. Поехал по вузам. И как-то так оказалось, что я поступил в Герцена на факультет математики. В общем, я купил книжку, так, как хобби, такой, нарисую портрет друга за 5 минут, там овал, пополам делишь, там глазки ставишь, в общем. И напарника такой раз думаю, о, так я талантливый. Вот. И попробовал. А я кроме Герцена ничего не знаю, где еще что есть. Я знаю, что Муха, но там какой-то уровень нереальный. Про Академию художеств вообще толком ничего не знал. И я, в общем, пошел, подал документы на поступление на факультет ИЗО. И как-то так я первый раз с натурой столкнулся на экзаменах, там гипсовая голова, рисунок и натюрморт, живопись. И я первый раз в жизни увидел натуру, что, оказывается, это с натурой делать, а еще и красками. И я как-то так что-то там, в общем, попытался, сделал. Мне вкратце там друзья объяснили, что такое построение гипсовой головы, там Давида. У меня ничего не получилось. Ну, в общем, там был проходной балл, там где-то 51. Вот у меня было где-то 52. Вот. И я, в общем, последним номером проскочил на платное. И было очень сложно учиться, потому что все после художественных училищ, все знают, о чем речь. Я вообще не понимаю, о чем говорят, когда какие-то пропорции, какие-то перспективы, еще что-то. И, в общем, учился, и 3 года там в итоге отучился на ИЗО. И в конце 3-го курса, ну, вот, на 2-м курсе где-то я понял, что это как раз вот это мое, и я хочу этим заниматься. Очень сильная жертва, потому что я, в принципе, на момент поступления в Герцена на ИЗО, я уже жил отдельно от родителей, у меня машина, у меня работа, доход, да, я взрослый человек, и мне пришлось машину продать, чтобы заплатить за год обучения первый, переехать обратно к родителям, квартиру сдать, чтобы это какие-то был вот этот пассивный доход какой-то. В общем, да, снова почувствовать себя таким студентом. Ну, может быть, даже это было с таким увлечением, потому что, опять же, мне не очень нравилась эта работа, вот это в 6 утра вставать, от смены до смены. В общем, ну, как-то не получилось у меня. Ты выбрал легкий путь. Да, я выбрал легкий путь. Так, я обычно начинаю где-то в 9-10 утра и часов в 5 уже заканчиваю стоять. Ну и к тому же в Петербурге сильно зависит от света, летом можно долго писать. Я решил, что я хочу в академию, мне казалось, здесь какие-то боги просто учатся, потому что я пришел сюда на дни открытых дверей, посмотрел на эти работы и подумал, как это вообще возможно делать, что-то нереальное просто. Вот, подумал, не, никогда сюда не смогу поступить. Мастерскую Репина. Прямо здесь работал Репин, вот в этой мастерской. Я ее заканчивал. Это все такое старое? Ну, Это специально? да, паркет советский. Под ним лежит паркет репинский. В советское время паркет просто сверху положили. И дух времен. Да, хотя репинский очень красивый.
я еще в Герце на первом курсе понял, что я очень сильно отстаю от всех ребят, с которыми я учусь. И если ты хочешь хотя бы приблизиться к их уровню, надо в 2 раза больше работать. И ты сразу как-то вот задался такой темп работы, что я только занимаюсь этой работой. Я уже нагулялся, я уже поразвлекался. В принципе, этого хватило для бурной молодости. И надо все, уже браться за учебу и думать о каком-то будущем. А потом, когда уже поступал в академию на подкурсы, я понял, что такой большой конкурс, так много талантливых ребят, и надо идти на экзамены вступительные таким подготовленным, что ну просто без вариантов, чтобы у тебя не было вариантов, что ты не можешь поступить, потому что в таком возрасте, когда я уже поступал, и, ну как я мог не поступить, мне уже только поступать. Два костюма, это стрелецкий кафтан вот, с косовороткой. Это мне для диплома нужно было, потому что сложно придумать, как это все, как это одежда. Я сидел на реконструкторских форумах, как правильно вот делать, читал, как правильно вот подклад, этот вот красно-синий, это московский приказ. Это балясины, вот они, вот одна часть, вторая часть, я их пополам распилил, вот это значит ножки, вот она сама балясина, они в вариант продаются. Это брус. Там купил поролон, купил ткань красивую и обшил, вот и трон. Ты шубу сшил сам? Да, полностью. Вот здесь вот это купил гобеленовую ткань, ее раскроил, там сделал. Богато. 3 метра меха. Абсолютно как бы. Чисто русская получилась шуба, много ткани. Я вообще какую-то такую прям свободу почувствовал, что я хочу, мне сразу это, пожалуйста, делай, только поддержим. Вот. И большие форматы, какие-то интересные задумки, мысли, там, эксперименты, все, что хочешь. И как-то вот так вот получилось уже, что сам процесс тебя уже так затянул, и ты как будто вот пинком под зад, ты не можешь здесь расслабиться, уже все время хочется что-то делать, что-то новое, потому что начало получаться, какие-то выставку мы сделали на 4-м курсе. Вот Семен Ильич Михайловский, наш ректор, он по результатам моей поездки в Италию, я там скопил денег, поехал в Рим, мы 3 недели жили в Риме, и я там писал пейзажи. У меня была идея такая, что вот Петербург, как бывшая такая имперская столица, и Рим, такая тоже бывшая имперская столица, вот эти 2 таких, по сути, археологических города, да, которые показывают свое былое величие. И хотелось на примере архитектуры показать вот разницу 2 городов. И как-то я когда потом приехал, в начале семестра показывал практику Витальевичу, он такой, так надо идти к Семеновичу и пробивать эту выставку. И мне уже, получается, в конце 4-го курса мне сделали персональную выставку в академии, и это такая честь. Это вообще редкость. Это Печоры, это опять Париж. Это Лигурия, Италия, Камоли. Вот это это то, что я в Риме ездил. Талант — это умение учиться, умение работать. Потому что академическое рисование, живопись, оно все на законах, и их можно научить. Их можно научить глаз правильно видеть, можно научить глазомер, да, схватывать пропорции. Даже если там глазомер не сильно развит, ты карандашом можешь эти пропорции схватить. Можно научиться рисовать. А вот талант именно, что ты должен учиться. Потому что если ты вот на первом курсе подумаешь, что о, я уже поступил в академию, я уже всего добился, то лучше будет забвение. В чистой одежде, руками пишешь. Кстати, очень интересно, что я вообще всякие фартуки там не люблю, и я когда учился тоже, у меня всегда чистые руки, там максимум там, пальчик вытер, потом влажный тряпочку, все. А есть ребята, которые просто вот по локоть в этой краске, я не знаю, как можно работать там. У меня всегда должно быть все вокруг чисто, если я вот здесь какая-то грязная краска, то я
Ты защищаешь, чтобы не испачкаться. Дипломная работа «Москва», 1698, 2 на 3,5 метра, 1,5 года работы. Использовал фешинский казеиновый грунт. Мне нужно было, чтобы это все не блестело, как глянцевое, чтобы было матовое, чтобы свет там как будто, когда фактура как будто ловит свет и там пропадают какие-то темные куски, которые можно увидеть только вблизи, там какие-то живописные моменты красивые, что все-таки она была довольно тяжелая для восприятия работа, потому что тяжелый мотив, его надо, не хочется его как-то сладко делать, да. Вот. Там красные такие вот эти удары, которые как камертоны работают для колорита, и такой сдержанный вот этот такой серо-умбристый колорит с желтыми. Вот. Прям видно здесь вот он, он такой суховатый, и вот лежит мазок, и вот масляное такое пятно, это вытягивает масло из красок. Когда я закладываю, я их еще отдельно выдавливаю сначала на бумагу, отжимаю краски от масла, чтобы там они были еще такие плотнее. У нас академия, а у нас не курсы для хобби, и здесь разговор не о том, как написать там красивую картинку по фотографии или там портрет там друга, да, у нас все-таки обучение заточено на то, что ты на выходе создаешь картины. И ты придумываешь, ты создаешь художественное произведение с какой-то ценностью, идеей, сложным техническим исполнением. Вот. Инстаграм, он даже больше портит живопись, чем... Потому что, ну как можно картину, которая там размером 2 на 4 метра, посмотреть на телефоне? Потому что первое, что ты делаешь, когда задумаешь картину, ты думаешь о ее размере, и как она будет влиять своим размером. И где она будет висеть, с какой высоты на нее будет смотреть зритель и так далее. Это же классика. Я ввожу зрителя сюда через вот эту тень, которая падает на Иуду, да, что зритель, он среди тех, кто вынуждает Иуду предать Христа. Вот, что я сразу помещаю зрителя не на ту сторону. Вот. И он смотрит на нас, потому что он двуликий, у него вот одна сторона светлая, вторая темная, одна гладкая, вторая такая изморщенная, что он непростой персонаж, не все так просто, как кажется, как всегда в жизни бывает. А Инстаграм все это сводит в единую вот эту... К тому же картины классические, ну кто смотрит их минуту, да? Ты представляете, да, смотришь в ленте, у тебя, допустим, Рембрандт, Рубенс, такой хоп, этому лайк, этому там промотнул, ну, что такое там, ну, кто так смотрит, да? А там раз у тебя там Рафаэль, ну, что-то не понял там, ну. Это выставка дипломов студентов Академии. Сегодня классическая школа живописи мало популярна на Западе. Там в вузах учат создавать перформанс, презентовать себя и самовыражаться. В Российскую академию приезжают учиться итальянцы, финны, американцы и все больше и больше студентов из Китая. Здесь, наверное, система образования даже вот так в Европе поменялась, что вот это классическое академическое образование, оно не сохранилось из-за того, что в Европе пошло современное искусство, 20-30-е годы, бурные вот эти вот революции в искусстве, начиная с 10-х годов. И потом послевоенная тяга к этому, ко всем направлениям, там, Дюшан, Поллок, да, вот это все, это новые эти иконы, ну, естественно, наш Малевич с Кандинским, так перелопатили европейский вот этот, который уже стал рынком, по сути, искусства, и тем более потом пошли большие деньги, и это стал просто бизнес. А у нас случилась революция, нас тоже там покидало немножко по современному искусству, потом был указ партии о соцреализме, о правильном искусстве,
И, в принципе, по сути, художникам было запрещено экспериментировать. И когда так получилось, что этот железный занавес, он законсервировал старую систему. И в этом плане это довольно большой плюс. Вот всего. То есть там происходили, конечно, и страшные вещи, свойственные тому времени, но вот то, что сохранилась система обучения, и русское искусство пошло классическое, пошло по какому-то своему пути. Мы на самом деле так далеко от актуального искусства, мы заняты совершенно другими вещами. Вот. А здесь там именно в первую очередь актуализм, ответ на острые социальные проблемы, ответ на острые политические проблемы. А на Венецианской биеннале 3 главные темы. Да? Это беженцы, тогда еще коронавируса не было, беженцы, феминизм и загрязнение окружающей среды. Вот 3 основные темы, которые волнуют европейцев. Ничего другое не волнует. И там было китайское как раз павильон, где, или какой там, где швабра кровью собирает вот это. Робот пытается кровавое пятно собрать, а оно все растекается, без, вот такой долгий такой процесс. И я такой думаю, вот это глубоко, это понятно, там, это можно просто по-разному интерпретировать. Проблема окружающей среды, там, бутылки на пляже, ну ты никак не интерпретируешь. Ну, бутылки на пляже, да, надо убирать, правильно. Илья человек амбициозный, но очень скрытный. Ну, надо стоять в одном ряду, как минимум, с теми, кем ты восхищаешься. Кто это? Все лучшие деятели нашего русского искусства. Даже боишься сказать вслух? Ну, иногда не стоит озвучивать какие-то вещи, тебе скажут, У меня был прям эксперимент, я откладывал все красочки в отдельную коробочку, все пустые тюбики. И потом считал себестоимость только этой картины, вот без поездок, без этюдов, без ничего, без всего материала, только себестоимость самой картины. И как? У меня вышло на краски 50 тысяч где-то я потратил. Рама 16, холст, 5 тысяч сам холст, 7 тысяч подрамник. В общем, там плюс масло, разбавители, скипидара там просто литрами. В общем, И это просто диплом. это просто диплом, это твоя учебная работа, ты на нее тратишь в районе 100 тысяч рублей, чтобы написать эту картину. И даже продать не можешь. Не можешь, она уходит в академию. Хочется писать большие картины, которые на самом деле сейчас никому особо не нужны, и никто их так уже не разглядывает, как раньше, да? Что раньше, там, 19 век, большая картина несла огромную прикладную функцию, там, образовательную, просветительскую, культурную. Ну, кто сейчас смотрит там картины, чтобы понять какие-то плоские истории, да? Гораздо проще для людей сейчас это кино, доступнее и понятнее. Вот. Но все говорили, что книги умрут, книги не умерли. Есть хорошие писатели сейчас.